Провязала я 10 сантиметров. 10 сантиметров. Как я вам уже говорила, вот по этой схеме раппорт узора первый раппорт мы провязали 6 рядов. Дальше надо было вязать со 2 по 6 ряд. Раппорт узора составлял. Итак, значит, у меня получилось, что я провязала со 2 по 6 ряд. Ну, первый раппорт с 1 по 6 и остальные все вместе у меня получилось 10 раппортов. Сделала 8 прибавок. Вот у меня отмечено 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Я вот начертила, написала. И с одной стороны в первой, дальше вот во второй, в первой, во второй дорожке, в первой, во второй дорожке, в первой и во второй дорожке. Для удобства. Советую вам сделать точно так же. Итак, значит, у нас получилось 40 петель. Было 26 петель в раппорте. Да? Теперь у нас 40 петель в раппорте. Вот у меня как раз один раппорт. Вот на одной спице. Получилось 40 петель в раппорте. Вот он вот так вот. Вот так вот расширился. Видите? Вот даже видно его. Так, итого у нас получилось, мы прибавили 16 петель в каждый раппорт. Теперь, и значит, еще момент. Последнюю прибавку я сделала в 3-м ряду, да, и я сейчас вот как раз довязала до 6-го, и потом начну уже новый отсчет со 2-го ряда и буду новый отсчет делать. Теперь мы будем точно так же делать убавки, только теперь не в каждом 6-м ряду, а в каждом 4-м ряду будем точно так же убавлять то в первых дорожках, то во вторых дорожках. 4 ряда провязали, в первых сделали. 4 ряда провязали, во вторых сделали в убавках. Со 2 по 6 ряд. Я сейчас также себе начерчу, вот так же распишу со 2 по 5 ряд. И поставлю также точки. В первой, во второй, первой, во второй, чтобы не запутаться. И вот я потом ряд провязала, например, второй, галочку поставила. 3 провязала, галочку поставила. Не тогда, когда вот вяжу, галочку ставлю, а провяжу, а потом ставлю галочку. Вот так вот 100% не запутаешься. Я вот уже вот вывела для себя такую формулу, мне так удобно. Вот провязала, вот я вяжу второй ряд, положила линеечку, вяжу, провязала, отметила. Передвигаю, 3-й ряд вяжу, провязала, отметила. Появляется у меня, вот начинаю вязать, смотрю, у меня прибавочка, я вяжу прибавочку. Потом довяжу, у меня прибавочка. И таким образом будем довязывать дальше. Вот так вот у нас, еще раз покажу, расширилась. Вот такой получилось вот такими клиньями. И вот где-то здесь у меня еще так вот тоже вот у меня один раппорт, вот 2 раппорта, вот давайте посмотрим. Видите, какой клинышек. А сейчас мы будем вот так вот уменьшать. И у нас будет закругляться. Только теперь у нас будет быстрее закругляться. Красиво, да? Так вот шапочка получается. Ну, будет как шапочка-беретик. Вот такие ажуры. Такой ажур. Итак, давайте вы сейчас будете вязать самостоятельно. Я уже показывать не буду как. Довяжем, сделаем 10 убавок нам надо будет. Прибавок у меня получилось 8, а убавок будем 10 делать. Так. 10 убавок, 10 убавок. Так, еще вот по петелькам.
Значит, у нас было 144 петли, да? А сейчас у нас на спицах 240 петель. У нас 96 петель мы с вами прибавили. Это за 8 прибавок. А за 10 прибавок, что у нас там будет? По 10, 6, 60, да? Так. По 10 петель у нас получится, да? 5, 5, 5, 5. 20 петель получается в раппорте. Мы убавим. В каждом раппорте 20 петель. 10 петель с одной стороны и 10 петель с другой стороны у нас убавится, да? Это у нас будет... Мы вернемся с вами на 20... Так, 40, 20 отнимем. Будет 20 петель у нас получится. И потом в последнем ряду мы... 120 петель у нас получится, да? 6 раппортов. И потом я вам покажу, что мы будем делать дальше. Давайте будем вязать самостоятельно. Закончила я убавление. Вот. Сделала я 10 убавлений. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 раппортов. Со второго по 6 ряд я связала. Итак, в одном раппорте теперь у нас по 20 петель. Всего на спицах 120 петель. По описанию написано, значит, выполнить убавление. Так. Выполнить всего 10 убавлений. И в следующем ряду после убавлений провязать все петли лицевые по 2 вместе. Вот у нас 120 петель, у нас должно получиться 60 петель. Ну, в принципе, для закрытия это много. И будем вязать по 2 вместе. Как по описанию. Вот 2 вместе, 2 вместе. И у нас получится 60 петель. Мы должны закрыть на макушке. Мне кажется, это сильно много. Так, здесь с накидом. Сейчас закроем ряд по 2 вместе. И в следующем ряду встретимся, посмотрим, что у нас получилось. Вот так вот закрываем по 2 вместе. Итак, вот я провязала по 2 вместе. И у меня осталось 60 петель на шапочке. Ну вот если бы у меня были бы еще нитки, у меня просто вот осталась нитка. Я бы перед тем, как закрывать по 2 вместе, провязала бы лицевые петельки. Или хотя бы по рисунку здесь, а вот здесь вот лицевые провязала. И вот сейчас 60 петель. Но по описанию здесь надо уже закрыть. Вы тут, если что, выбираете сами уже. Я бы еще бы провязала бы рядочек. Еще раз бы закрыла. Но у меня просто вот, я не знаю, хватит мне ниток или нет. У меня вот. Когда вы будете вязать, вы тут уже смотрите сами, как вы хотите. Я вот не знаю, хватит мне или нет. И вот просто собираем петельки на спицы и затягиваем нашу макушечку. В описании так: сделать 10 убавок, следующий ряд провязать по 2 петли вместе и затянуть макушку. Все. Давайте я это проделаю закадром. И вот так снимаем петельки.
Итак, вот я собрала все петельки. И теперь нам надо вот эти все петельки стянуть на макушке. Аккуратненько. Ниточка тоненькая. Я потом за кадром стяну хорошенько. И пройдусь еще вот так вот. Пройдусь, закреплю и стяну макушку. Я сейчас просто боюсь порвать. Ну вот, пока так. И вот такая шапочка у нас получается. Так. Вот смотрите. Вот такая макушечка. Здесь не обращайте внимания. Здесь мы сейчас это все стянем. И она получается наподобие такого шапочка-беретик. Вот так вот будет на макушке. Потом я вам сейчас проведу ВТО и покажу на модельке. И вот такая шапочка. Ну вот, примерно как-то вот так. Ну, красиво получается макушечка. Так вот. Сюда можно будет пришить какую-нибудь пуговичку. И будет красиво. Ниток хватило только-только вот. У меня было чуть меньше 100 грамм. Я потом взвешу и скажу вам. Вот такая шапочка. Итак, спасибо, что были со мной. Если вам понравилась такая шапочка, приступайте, вяжите вместе со мной. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Предлагайте темы, какую бы шапочку вы хотели бы связать. Вот эту шапочку мы связали с вами по описанию. Описание я взяла из интернета. Источники получилось как бы 2 канала. Доминика и какой-то журнал какого-то. Я потом посмотрю, вам вначале скажу. Ссылочки вам дам на эту шапочку, на описание. Если вы будете вязать сами, без мастер-класса. Ну все, спасибо, всем удачи, пока-пока. Жду вас в следующем видео.